Привет, катаны! Готовьте мечи и доспехи, укрепляйте скрепы и разжигайте в кои-то веки не срачи в комментариях, а костры Инквизиции. Как вы и просили, сегодня мы рассмотрим лучшие игры про Средневековье, проекты которые, по моему мнению, идеально передают ту самую эпоху закованных в броню скрипоносцев, мирских королей, бубонной чумы и необразованной челяди. И расскажу я вам об этом в костюме енота-девки Рафтали и заниму героя щита, куда уж реалистичней. Ах, сколько же эстетики и атмосферы в словосочетании игры про Средневековье. Есть что-то в этой эпохе странного творчества такое, что искренне греет нашу душу не меньше, чем священные огни Инквизиции. Усаживайтесь в свое кресло из шкуры убитого медведя, готовьте деревянную тарелку с капустным супом и чесноком, ибо мы начинаем! А начнем мы с прекрасной игры Mount & Blade и двух ее самостоятельных дополнений – Огнем и Мечом и Warband. Она имеет сакральную ценность для всех игроков, покорявших огромные средневековые просторы этого проекта в 2007 году, пока сентябрь горел, а игры делались с душой. Mount & Blade лучше всего охарактеризовать как игру про личную историю. Геймплей начинается с того, что мы выбираем внешность и предысторию героя. После нас пинают на открытую карту со словами «Вот открытый мир, пока». У вас есть только набор навыков, немного припасов и полная свобода действий. Никаких НПС, которые будут стоять и молить, чтобы ты взял их квест по спасению мира. Только полный ролеплей, где вы могли отыгрывать бродячего торговца, охотника за головами или же собирать свое собственное войско и пойти облизывать сапоги местному королю, чтобы тот эксплуатировал вас в войне, а потом дал вам в награду хилую деревушку, с которой можно драть налоги. Вся серия пропитана политическими интригами, кровавыми бойнями, стычками с разбойниками, а главное, каждое прохождение не похоже на предыдущее. В Kingdom Come девелоперы действительно пытались воссоздать то самое аутентичное средневековье, обкидать дерьмом хату местного посла из другого королевства, пойти навстречу, а по пути набухаться до беспамятства, попасть в тюрьму на сутки, а на следующий день получить по башке тяжелой булавой, вспомнив перед смертью, что ты так и не пришел навстречу. И в этом вся игра. Правда, все эти действия можно выполнить и в нынешней Чехии. Правда, по голове булавой я не получила и дерьмом я тоже не кидалась. В основе истории лежит реальный и важнейший конфликт средневековой Чехии, конец золотой эпохи Богемии и начало гусситских войн. Разработчики пытались воссоздать максимально реалистичное средневековье, доходили до того, что выпытывали у исторических консультантов, как люди того времени ходили и как размахивали руками и говорили. И, надо сказать, подобная дотошность сыграла игре как на руку, и вы действительно чувствовали ту самую суровость средних веков, где средняя продолжительность жизни 17 лет. Например, разрабы надеялись, что перед походом вы будете запасаться провизией. Игроки, в свою очередь, забивали на это и просто врывались в чужие дома, сжирая все, что плохо лежит. Такой себе реализм, согласны? После успеха первой Stronghold разработчики штамповали новые игры серии десятками. Увы, все они провалились, однако в 2012 году они выпустили ту самую Stronghold Crusader 2, которая вернула нас в знакомый средневековый сеттинг. Каждая партия начиналась с того, что мы создаем небольшой форпост и налаживаем производство. За каждым созданным производством скрывается куча мельчайших деталей, которые и придают атмосферность этой стратегии. Главная ваша задача сделать так, чтобы народу было что пожрать и где жить. Тогда ваши подчиненные и головы будут готовы положить при осаде вражеского замка и деньги свои отдать, да и вообще восхвалять вас как самого лучшего лорда на земле. Что первая, что вторая часть игры просто восхитительны и прекрасно играются сегодня. Первая игра даже более проработанная на бои за замки. Осаждать вражеские крепости так же прекрасно, как пить пенистое пиво в таверне.
Chivalry Medieval Warfare – это воистину Call of Duty от мира Средневековья, только не просравшая свой потенциал за счет туевой тучи бесполезных и однообразных сиквелов. Эта игра держит баланс между динамичным и вдумчивым геймплеем, а также для своего времени она обладала прекрасной физикой расчленения. Игроки делятся на две команды, которые сражаются в разных режимах, таких как захват крепости, стена на стену или смертельная битва, где просто начинается тотальная мясорубка. У вас есть несколько юнитов, которые отличаются скоростью и силой оружия. Примечательна в игре механика ударов, где вы могли чередовать колющие, рубящие и режущие удары. Если вы с криком хотите бежать на врага-еретика в одной большой толпе таких же орущих рыцарей, как вы, это игра для вас. Ну а удары ногой из Chivalry так вообще можно добавить в отдельный топ самых лучших пинков в играх. Это известный факт, что каждое поколение говорит, мол, а вот мы в свое время так развлекались и закаляли психику в детстве, не то что вы, сосунки. И так из столетия в столетие. И правда, голод, чума, инквизиция и толпы отвратительных крыс – самое лучшее время для взросления, которое могло закалить даже самого прихотливого ребенка средних веков. Именно про тяжелое детство сирот Амниции Гюго и рассказывает A Plague Tale: Innocence. Она играет на контрастах и начинается довольно бодро и ярко, но не успеваешь моргнуть глазом, как она превращается в средневековый The Last of Us. Однако звезд игры с неба не хватает. У нее довольно предсказуемый сюжетный твист, а дизайн уровней выглядит как одна долгая-предолгая линейная кишка. Новый Plague Tale стоит идти из-за атмосферы упадка и грязи, нагнетания, прекрасной орды крыс, которая выглядит завораживающе, и за конфликтами. В игре хорошо сгустились краски, и вам постоянно придется выбирать между двух зол меньшее. For Honor – это годный средневековый проект от Ubisoft из 2017 года. И даже не верится, что я произнесла нечто подобное. Средневековье For Honor не просто отображает антураж, но олицетворяет всю сложность боевой системы, которая является главной фишкой игры. Играть в For Honor действительно нужно научиться, ведь бой состоит из постоянных смен настроек, комбинаций ударов, контрударов, блоков, ударов в прыжке и добиваний. А наличие таких фракций, как рыцари, викинги и самураи, хоть и могут вызвать недоумение поначалу, со временем они гармонично вписываются в игру и подталкивают изучить разные тактики боя. Также в игре неплохой, но грязненький коридорный сюжетец с достойными видеовставками. Неповторимая классика – музейный экспонат, в который хочется переигрывать. Средневековая стратегия номер 1. Эх, можно долго продолжать, но зачем? Вы и так знаете, что это та самая игра, без которой просто не мог обойтись наш список. Любителям графония будет тяжело в нее играть, да и сложность с ней повыше, чем в большинстве современных стратегий, поэтому подумай, прежде чем ее скачать. Сегодня оригинальная Age of Empires 2 1999 года может смотреться как нечто странное и непонятное, во что в свое время задрачивал ваш дед, который привык обзывать вас щенком-ньюфагом. А вот ремейк 2013 года смотрится вполне прилично, а главное, он не утратил атмосферу оригинала. Вы можете пройти сюжетные кампании за Чингисхана или Жанну Дарк. Также игра получила аж 3 дополнения. А совсем недавно, в 2018 году, разработчики выпустили Defense Edition, где переработали архитектуру окружения, добавили нормальную камеру и подкрутили звук. Не ругайтесь и не бросайтесь камнями, но напоследок я хочу вспомнить первого ассасина. Да-да, того самого первого ассасина, который хоть и был однообразный по геймплею, но зато прекрасно передавал дух средних веков. В игре все выглядело реалистично, кроме, пожалуй, прыжков в сено. Мало кто мог повторить этот прыжок второй раз. Крестовые походы, религиозные фанатики, жирные торговцы и рабовладельцы, живущие под раскаленным солнцем Ближнего Востока в Акре, Иерусалиме и Дамаске. Что-что, а вот с воссозданием окружения у Ubisoft никогда не было проблем. И тут они смогли прекрасно показать нам эпоху кровавых крестовых походов, которые проводили религиозные фанатики того времени. Катаны,
Пишите, какие ваши любимые игры про средневековье в комментариях. Ставьте закованный в броню лайк и бейте лапкой в колокольчик, дабы не пропустить новые видео от Каджита. Катан, не думай переключаться, смотри, какую клевую штуку сделал Каджит!